Всем привет, уважаемые зрители, с вами Константин. Сегодня у нас очередная рубрика механики Star Citizen, и в центре внимания у нас сегодня Nomad, не новый корабль, и Pitbull, новый кораблик, без квантового двигателя, с 4 пушками первого размера и 2 пушками второго размера. Корабль не имеет квантового двигателя, поэтому его нужно использовать в связке с другими грузовичками. И наиболее подходящий для этого грузовичок, который можно арендовать, и новичок может легко его себе получить в первый день игры за 30 с небольшим тысяч, арендовать, допустим, на таких станциях, как Эверус Харбор, Бенджини Пойнт, Серафим или даже в городе Зона 18. Вот, это не проблема. У кораблика есть 3 пушки 3-го размера, внутри есть кроватка, кухонька, все дела, ящички повозить. Это отличный грузовичок для каких-то первых грузовых миссий, хаулинга или же для курьерских доставок, но также этот кораблик способен перемещать такие виды техники, как Грей Катрок для наземного майнинга, так и Гео, тоже для наземного майнинга. Однако сегодня мы будем рассматривать более новую механику, так как корабль Pitbull новый, повторюсь, квантового двигателя не имеет, и его нужно перемещать за счет других кораблей побольше. Вот. Однако он несет на себе очень много пушек, крутых пушек, которые я заменил, соответственно, на более эффективные, на 2 орудия 2-го размера Дедболта и 4 орудия 1-го размера, также Дедболта, так как альфа-урон у этих пушек позволяет пробивать практически любую броню, практически у всех кораблей, что нам и нужно будет для фарма денег для новичка в следующих миссиях, которые я буду показывать. На данный момент в Star Citizen добавлена первая итерация крафта. Для того, чтобы крафтить более качественные предметы, оружие или броню, нам нужно заниматься майнингом и искать более качественные ресурсы. Поэтому наземный майнинг, как и корабельный майнинг, как никогда актуален в Star Citizen. Корабль Drake Pitbull появился в игре несколько дней назад, и по этой причине его еще нельзя купить в самой игре за игровую валюту. Однако, когда это случится и корабль будет доступен в игре за игровую валюту, он будет стоить очень дешево, как и все корабли этого разряда. И в связке с Номадом новичок сможет использовать этот корабль буквально в первый-второй день своей игры. Однако, если же хочется уже сейчас, то можно на официальном сайте Robert Space Industries зайти в магазин и за $50, где-то может 60, смотря кто в каком регионе живет, и купить этот кораблик. Однако сейчас он с пожизненной страховкой, и уже через несколько недель эту пожизненную страховку всего быстрее уберут, и будет 6-месячная. Самое время, у кого есть возможность и желание, приобрести этот кораблик себе в ангар с пожизненной страховкой. Почему с пожизненной? Потому что это очень удобно использовать в апгрейдах. Кораблик может быть болванкой. Для этого переходим в апгрейды. И здесь, после покупки Питбуля, мы находим его в списке. Кораблик стоит $55 в апгрейдах, да? У вас он будет стоить 50 или 60 в зависимости от региона. И уже от этой цены вы сможете отталкиваться и апгрейдиться в корабли получше, подороже. Но суть в том, что вот эта страховка пожизненная, она будет переноситься с так называемой болванки на те корабли, которые вы будете апгрейдить. И экономить, соответственно, те деньги, которые уже вложены в сам Питбуль. В звездной системе Стентона на разных планетах и спутниках расположено большое количество станций, на которых можно заспавнить как наземную технику, так и маленькую авиатехнику. Вот так эти площадки для спавна техники выглядят на этих станциях. Если вы прилетели на одну из таких станций и решили помайнить, можно вызвать здесь своего робота Гео, загрузить его в Nomad и отправиться майнить. Но если вы резко решили сменить род деятельности и решили повоевать, пофармить валюту, MG-скрипсы, то также здесь можно призвать своего Питбуля. Питбуль относится к разряду тех кораблей, которые можно призывать на таких станциях. Это очень удобно. Не нужно мучиться с ними в каких-то ангарах, в личных ангарах. Можно прилетать к таким местам и спавнить своего Питбуля по месту. Также здесь можно призывать такие корабли, как Талон, истребитель, П-52 Мерлин, тоже без квантового двигателя, гоночные корабли М-50 Мерлин, то есть М-50, простите, и Рейзер, гоночные корабли. И список постоянно пополняется. Также наземную технику, вплоть до танков, мы можем вызывать в таких местах. И вот мой Питбуль.
который можно сюда быстренько призвать. И вот он появился за стеклом, можно в него садиться и грузиться. Для того, чтобы апгрейдить корабль теми пушками и системами, которые вы для него купили или налутали, неважно, нужно, чтобы все это было в одном месте, на одной станции или в одном городе. Корабль должен быть готов к вылету. Кнопка «Retrieve» или «Извлечь», но нажимать ее не нужно. Как только вы убедились, что все пушки и системы в том месте, где вы их купили или налутали, корабль у вас в облаке станции или города, нажимаем F1, переходим в техника и в списке находим свой корабль. В моем случае это Питбуль. После того, как прогрузился сам корабль, слева системы, я могу поставить здесь системы, которые у меня есть на этой станции или в этом городе. Если у вас есть корабль Буканир, тоже от Дрейков, как и Питбуль, у него по стоку есть охладитель, кулер военный, грейд Б, и Power Plant, силовая установка, грейд А, тоже военный. И из Буканира можно снять эти два устройства и поставить на ваш Питбуль, если есть, конечно, желание. Только Буканир должен быть куплен за игровые в игре или же за реал на вашем сайте, неважно, не арендованный. Вот. В моем случае я ставлю только свои дедболты, 6 слотов, напоминаю, 4 слота под орудие первого размера и 2 слота под орудие второго размера. Есть также у него еще 6 ракет. Ставлю свои дедболты на все слоты. И сохраняю. Обязательно нажимаем вот эту кнопку. Все, как только произошло сохранение, нужно обязательно подойти, если вы делаете это первый раз, к терминалу, найти свой корабль и обязательно прожать кнопку «Застраховать снаряжение». Обязательно. Если вы этого не сделаете, то в следующий раз, когда вы захотите призвать свой корабль после утери, взрыва, нажмете кнопку «Извлечь», у вас будет выбор. Правая кнопка будет гласить о том, что корабль будет вызываться в стоковом состоянии, а левая кнопка будет гласить о том, что корабль будет вызываться в вашем апгрейде. И там немножко нужно будет заплатить. Однако, так как не будет сохранен этот апгрейд изначально, вам просто выдаст система корабль в стоковом обвесе. Поэтому обязательно нажимайте кнопку «Застраховать снаряжение» после того, как зафитили корабль. Любой корабль, неважно. Для всех новичков Star Citizen очень важно зарабатывать все виды валют, которые предлагает игра. Для этого нажимаем F1, открываем MobiGlass, далее вкладка «Контракты», далее вкладка «Найм». И здесь можно обнаружить миссии, которые называются «Боевые испытания». Сценарий 1, сценарий 2, сценарий 3, 4, 5, 6, 7, соответственно, и 8. 7 и 8 слишком сложные, там Хаммерхеды и Полярисы. Я же показывать буду на 6 сценарии. Он открывается, в принципе, быстро. И на Номаде вы можете пройти первые 4 испытания буквально за полчаса или там за минут 40, и у вас уже откроется 5 и 6 сценарий. 5 и 6 сценарий посложнее, там рекомендую использовать уже Питбуль, далее буду показывать как. Вот. И на этих же миссиях вы будете фармить 2 вида игровой валюты. Как основную альфа-уеки по 115 тысяч за 5 сценарий и по 171 тысячи за 6 сценарий, плюс 14 MG-скрипсов за 6 сценарий. MG-скрипсы — это дополнительная валюта, альтернативная для Викела, а Викел — это непись, которая живет в Стентоне, и благодаря тому, что вы доставляете ему эти MG-скрипсы, он позволяет вам получать за место них Викела фаворы, а за Викела фаворы вы уже у самого Викелы вымениваете еще что-то, какие-то мотоциклы, корабли и так далее. В общем, и это хорошая валюта, и альфа-уеки хорошая валюта, все надо. По приборам Питбуля видно, что у него хороший энергетический баланс, несмотря на то, что корабль находится в стоковой комплектации систем. У нас установлены пушки Deadbolt и баллистические, и для их работы нам нужна только одна ячейка энергии. Все остальные свободные ячейки или очки мы распределяем на двигатель и щиты. Также можно установить на Питбуль доминанции энергетические дробовики, которые тоже не потребуют большого количества энергии. В грузовой отсек Номада или Номада, кому как нравится, Питбуль размещаем лучше задом, чтобы верхний трактор-бим грузовика сильно не мешал Питбулю после трансформации рампы.
После погрузки питбуля обязательно прожимайте кнопку трансформации рампы в исходное положение. Если вы этого не сделаете и вы идете в квантовый прыжок, то питбуль может вывалиться из корабля и потеряться, так как рампа так или иначе трансформируется автоматически. Когда подлетите к миссии боевого сценария, намат лучше из навигационного режима перевести в боевой режим, чтобы снизить сигнатуры и поднять щиты. После того, как питбуль покинул носитель, необходимо нажать кнопку N и трансформировать корабль. После трансформации к бою будут готовы все 6 орудий питбуля. На 6-м боевом сценарии миссии вам необходимо будет уничтожить крупный боевой корабль Constellation Andromeda и 2 легких истребителя Gladius. Рекомендую начать с Гладиусов. Несмотря на то, что питбуль очень хрупкий корабль, его очень маленькие размеры и высокая маневренность позволяют ему быть очень опасным врагом против людей и против ботов тоже. После выполнения таких миссий игрок получает обычную игровую валюту на свой цифровой счет и валюту в виде физических предметов, которая называется MG-скрипы или же консул-скрипы. Эта валюта падает в ваш личный инвентарь. Личный инвентарь – это тот город или та станция, которую вы выбирали первый раз, заходя в игру. После выполнения миссии нужно обязательно вернуться на свой корабль-носитель, так как у питбуля нету квантового двигателя, и далеко вы на нем не улетите. Ищите вокруг синюю метку, это и будет ваш корабль. После таких миссий рекомендую слетать на ремонт и пополнение боекомплекта. Для этого можно использовать наземные станции типа Shubin Mining Facility или Arcorp Mining Facility, которые я уже показывал, или же слетать на космические станции. Из минусов стоит отметить, что у питбуля очень сильное снижение маневренности в атмосфере планет и спутников в сравнении с другими кораблями. Использовать его в космосе гораздо более приятно. В атмосфере его начинает как будто бросать или дергать, если простыми словами. Но на этом, мои дорогие зрители, я буду заканчивать это видео. Если вы еще не купили себе Star Citizen, но думаете об этом, обязательно используйте реферальную ссылочку в описании под этим видео, чтобы получить 50-тысячный бонус при регистрации на официальном сайте robertspaceindustrials.com. Также в описании есть ссылочка на наш Discord. Если вам скучно играть одному и хотите быстрее обучаться, приходите к нам, всем рады. Также в описании есть ссылочка на нашу корпорацию. Если контент по душе, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, чтобы не потерять этот канал в будущем из виду. А на этом буду заканчивать. Еще раз спасибо, ребята, пока-пока и до скорых встреч.